Так, всем привет, ребят. Меня просили показать, что у меня есть. Какое оружие. Давайте полистаем, посмотрим. Ядовитый кок у меня есть. Вот такой вот он. Нефритовый кок. Ну, тоже красивый. Обычный. Пряничный Red 34. Я что-то им даже не играю. Когда я его получил, вообще не помню. Платиновый. Тоже не играл им ни разу. Обычный Red 34. Короче говоря, такие дела с оружием штурмовика. Это первая выкладка с такими ядрами у меня. Токсичная зона. Иммунитет к ДСУ. Кстати, помогает от всяких замедлений, то есть от ранений. Ну, в принципе, с ним вообще можно постоянно играть вот с этим ядром. То есть, когда тебя попадают с оружием, с ядром у противника пекла, то вот, пекло обычно же замедляет, да, тоже относится к этим. То есть, ты получаешь ранение, тебя припекает, и ты начинаешь медленнее двигаться. Это ядро помогает, потому что я не помню, чтобы я с этим играя с этим ядром, чтобы меня кто-то поранил, чтобы меня пекло жгло. И всякие заморозки там, допустим, когда в меня попадают в зону действия гранаты сапера, которая тоже должна, в принципе, меня заморозить, тоже не работает. То есть я не замораживаюсь. Потом есть еще у сапера такая турель. Вот она. Да? Она тоже замедляет движение. То есть бесполезно. Она, если, ну, может быть, она в меня попадет, там сколько-то здоровья отнимет, но замедления у меня не будет. Ни при стрельбе, ни при беге замедления не будет. То есть вот это ядро вообще классное. Вот. Это вот что касается вот этого ядра. Иммунитет к ДСУ. Высокая мощность. Ну и эйфория. Но я, в принципе, уже не раз показывал, да, так кто-то меня в комментариях из подписчиков попросил показать мой аккаунт. Ну, я покажу так по-быстренькому, прям пробегусь. Здесь я это ядро взял, да, спусковой крючок. Спусковой крючок. Почему? Потому что я здесь играю с этим глушителем. У этого глушителя урон слабее, поэтому мне нужно как можно быстрее выстрелить патроны и взять противника на свой счет, то есть минусовать его себе в плюсик. Так, высокая мощность обязательно. То есть вот эти вот два ядра, они в совокупности очень хорошо мне помогают. Ну и пекло. При этом у меня нету быстрой рождаемости, как оно называется, неумирающий, да. Вот, то я его здесь не поставил, приходится мне все время здесь нажимать, торопиться, быстрее родиться хочется. Вот с этой выкладкой я всегда именно так и делаю. То есть убивают меня, я жму вот в это место на кнопочку, быстрее. Так, ну я недавно переоделся, поменял, значит, я скины на всех. То есть я убрал новогодние, убрал рога. Так, здесь у меня это ядро тоже присутствует, да. Ну, можно, в принципе, его здесь убрать. Да пусть будет. Ладно, пусть будет. То есть так для разнообразия, иногда я его беру, чтобы прям вот вообще, когда мощные игроки, особенно когда читеры, то есть против них я беру вот эту выкладку, включаю третью выкладку и с ней уже начинаю нормально играть. Ну, чуть-чуть получше, не то чтобы прям вообще нормально, но чуть-чуть получше. С читерами, вы знаете, сложно соперничать. Вот.
Тут вы... На английский я не буду переводить игру, то есть вот вы все знаете эти ядра. Кто новички, кто вообще эту игру не знает, то качайте, узнаете, задавайте вопросы, обо всем расскажу подробнее, если вдруг потребуется. В комментариях просто пишите. Я вижу комментарии, все комментарии читаю, на все комментарии стараюсь отвечать. Не забывайте ставить лайк и подписываться. Только что девушка сказала. Вот. Так, я показал, да, тут ядра, я не помню. Ну, вот, в общем, посмотрите, да? Еще разочек, если что. Покажу их. Так, тут у меня такой яркий пожарник. Весь в капельках, чтобы не сгореть. Пивной окрас. Ну, не будем его менять, пускай такой будет. Так. Здесь у меня вот такая вот засада, пустышка. То есть я ставлю на себя похожего игрока. Вот, и как бы... Ну, вы знаете, что это такое. Если не знаете, то... Вот если ты берешь это ядро, без него, без этого ядра, ты просто можешь поставить вот эту пустышку, похожую на себя, отбежать в сторону, в нее стрельнуть, она просто так и исчезнет. Никакого вреда противнику, ну, не причинит, никаких неудобств. Если взял это ядро, я ставлю эту пустышку, в нее попадает противник, и у него сразу удар такой, то есть он на миг у него не работает мини-карта, и он вообще дезориентирован, получается, то есть он не видит никого, ничего, теряется на миг, и вот эти доли секунды, они очень важны. То есть в этот момент его можно, пока он куда-то пытается свалить, попасть в него и минусовать. Злой глаз. Ну, это на 15% ты делаешься прозрачным в момент, когда ты целишься. Я, правда, ни разу не видел, чтобы кто-то целился из снайперов в пистолет и при этом делался прозрачным на 50%. То есть, ну, я вот сколько играю в эту игру, но не могу ничего сказать насчет того, делаешься ты прозрачным на 50% или нет, если ты целишься, допустим, вот в вечный свет, да, в пистолет, в прицел. Но если ты целишься с основного своего оружия, то ты реально делаешься прозрачнее. То есть менее заметный для противника. Так, ну эйфория вы видите. Клещ. Снайпер с ключом у меня. Также засада, ядро, злой глаз. Ну, все то же самое, что у предыдущей выкладки. Наемник у меня вот такой. У наемника у меня обязательно стоит пекло. То есть вот, именно для этого оружия. Для этой пушки. И высокая мощность. Обязательно. Они в паре очень хорошо работают. Ну, по крайней мере, мне нравится. То есть, если противник от меня убегает, или их несколько передо мной, я быстро по ним провожу, они сразу делаются более вялые, стараются куда-то убежать, и если они не стараются убежать, то они, по крайней мере, делаются уже менее подвижные. То есть, я быстрее наношу по ним урон вот с помощью еще и вот этого ядра высокой мощности. Вот. Так, ну, если сегодня будем играть сапером, давайте возьмем тогда другую турель, вот эту поставим. Мне рекомендуют брать не шоковую, а дымную, с дымной поиграть. Ну, давайте возьмем вот дымную, кинем ее где-нибудь, поставим эту турель и спрячем ее под дымом своей гранаты. Так, это у нас Морфа. Морфа я не очень люблю играть. Она, ну, вы знаете, да? Кто не знает, она очень медленно бегает. То есть она бегает так же, как сапер, наверное, даже еще медленнее, не знаю. Но меня это очень сильно раздражает, так и хочется прибавить бега. Но, к сожалению, это невозможно это сделать. Вот такая она у меня нарядная. В такой шляпе с большими полями а-ля мексикана. Вот. С такой вот колбасой под носом. Она у меня не курит. Нет. Прошу заметить, это не сигара, это карандаш. Она любит рисовать. Она просто карандаш засунула и забыла, да? На карандаш положила вот эту колбасу. Или что это, не знаю, пиявка какая-то, в общем. Прикалывается она у меня. Приколистка. Девочка-приколистка. Вот, бегаю я с аистом. Спайк у меня щит.
Ядра здесь у меня самые мощные, то есть это просто танк, в принципе. Здесь у меня ядро несыть. Вот, я называю ядра по-русски, потому что я не все помню, как на английском. Вот, это для щита на 20% повышает его стойкость. Вот, и ремонт за спиной, когда за спину щит бросаешь, закидываешь, он быстрее ремонтируется на 15%, да? Вот такие вот у меня ядра. Но вот это, да, дает возможность бросить даже самому себе, да, говорят, вот я просто мало этого практиковал. Можно своим компаньонам бросать, да, своим союзникам из команды. Можно себе тоже, говорят, тоже бросаешь под ноги, набегаешь на нее, забираешь, и у тебя появляется 20% дополнительной, как бы, этой прочности. Ты их не просто несешь, да, там где-то сбоку на экране у тебя светится, а ты именно их бросаешь и подбираешь. Вот тогда они начинают работать. То есть бесполезно так просто это ядро таскать. Вот. Так, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Микрофон работает, а то я столько наговорил. Я бывает здесь просто на проводе. Здесь просто на проводе у меня выключатель, бывает я его выключаю и забываю. Сколько у меня таких видео было, я записываю, потом смотрю, а у меня, оказывается, микрофон не работает. Думаю, блин. Так, я это уже нажал, да, вот он у меня. Такие ядра тоже, вы уже их знаете, кто не знаком, у вас есть возможность с ними познакомиться, качайте игру. Рекомендую качать игру сначала из магазина Windows, из Microsoft Store, вот, а потом качайте игру в Steam. Обязательно это сделайте, только не перепутайте очередность. Не из Steam, а потом из Microsoft Store, а именно из Store, потом из Steam. Потому что если вы из Steam скачаете и пожелаете скачать ее из Microsoft Store, Microsoft Store увидит на вашем компьютере эту игру и скажет, что она у вас уже в наличии. То есть вы не сможете из магазина ее скачать. Придется просто лишние манипуляции, придется ее полностью удалять с компьютера и качать ее из Microsoft Store, а потом опять из Steam. То есть, это долго. Зачем это? Лишние движения. Если вы можете просто послушать мой совет и последовать моим подсказкам. Качайте из Microsoft Store, а потом из Steam. Затем вы здесь заходите, вот в Microsoft Store, заходите шестереночка, да, настройки, сеть. И здесь нужно будет просто нажать «Связать устройство». Нажимаете, и здесь вы выбираете «Это старое устройство». Нажимаете. И связаться со Steam. Связать со Steam нажимаете. У вас выйдет вот такой вот код. Не буду его закрывать, потому что через 10 минут он будет уже неактивный. И все. Вот такой код. Не закрывая игру, просто берете ее вот так вот, сворачиваете и открываете игру, которая у вас уже будет скачанная со Steam. То есть вы ее запускаете. Там все то же самое. Настройки. Сейчас откроем на полную. Точно так же делаете все. Настройки, сеть. Но там вы выбираете тоже «Связать устройство» и выбираете «Это новое устройство». И сюда вводите тот код. Вот. Только здесь просто окно не сворачивается. Чтобы его свернуть, допустим, да, вам нужно будет нажать кнопочку Windows. Нажали, и потом вы сможете зайти на... Уже у вас появляется панель. У вас будет здесь две игры. Одна будет из Steam, другая из Store. Нажимаете на Store игру, записываете код куда-нибудь на бумажку, да, и сюда его переписываете. Но это можно будет сделать прямо вот сразу, как вы только увидели красный код, вы сразу на бумажечку его записали, заходите в стимовскую игру, открывается у вас это окно, и сюда его вписываете. Только соблюдайте большая буква, маленькая буква, чтобы все совпадало, и на бумажечку так себе записываете, как будет указано в коде. То есть красный код, то есть большая буква, маленькая, ну и цифры, соответственно, какие там будут указаны. Сюда вводите и пишете, и нажимаете «Связать устройство». У вас эта игра сразу перезагрузится, она вам скажет, что здесь у вас только что был аккаунт, который вы потеряете навсегда. Вы там соглашаетесь, да, соглашаюсь. И все, и у вас будет в игре, значит, скачанный из Steam, будет точно тот же аккаунт, который будет из Microsoft Store. Что это даст?
это даст вам дополнительное задание вот здесь. То есть, когда вы проходите, вы, допустим, заходите поиграть в игру, вы выполняете, по-любому уже вы выполняете вот эту ежедневку. Вы берете за ежедневный вход и выполняете все вот эти задания. Вы выполнили, все вот это забрали. Видите, здесь 5, 5, 20. Когда вы все это забрали, вы просто закрываете игру, запускаете Microsoft Store. Вот я сейчас, смотрите, да, видите здесь, какие у меня награды? Видите, да? Здесь крошка. Вот это я еще не взял, но я взял за ежедневный вход. Я сейчас, ладно, чтобы вот просто вам показать, как это делается. Я сейчас вот этими вот наградами пожертвую, не буду их брать. Просто закрываю игру. Закрыл. Запускаю игру из Steam. Пошла загрузка. Здесь у меня музыка не выключена, поэтому мы ее с вами сейчас слышим. Я пока вот сюда вот кликну на другой экран, чтобы эту музыку не слышали. Все, успели. Вот сюда мы зашли, видите, тут уже другие награды пришли. Я опять могу взять за ежедневку. Опять могу еще раз взять за ежедневный вход. И еще раз, ну, допустим, если бы те у меня были выполнены задания, вот, то есть я бы взял бы 5, 5, 20. После этого я закрываю ту игру, сюда просто захожу, и я отсюда выхожу. Я в Steam не играю, она какая-то тормознутая. Тут просто бывают баги такие, что ствол у тебя ни с того ни с сего поднимается вверх и бежишь так. Когда тебе надо в противника стрелять, ты просто встаешь вот так вот, и все, тебя в этот момент убивают. Мне это не нравится. Или вниз, или вообще начинает как-то тебя крутить, не пойми как. Или просто вообще прямо бежишь, не можешь ни влево, ни вправо. То есть вот в Steam мне не нравится, есть такие баги. Я сюда только захожу, ну, вот нажал сразу, взял за ежедневный вход, и все, я эту игру закрываю. То есть вот выход. Черемс, вот, все, вышел. И еще раз запускаю, которая из Microsoft Store. Игра загружается, но награды вот... Don't forget. И вот, игра загружается, и уже здесь у меня, как вы видите, из Steam закатились награды, и уже здесь 20-очка, полтинничек, все. То есть вот я могу еще раз выполнить задание и вот забрать. То есть в 2 раза быстрее растут кредиты. И это легально, это нет в этом никакого нарушения. Все, пожалуйста, все для вас. Поэтому пользуйтесь подсказкой. Что тут дальше у нас? Так, мы посмотрели здесь, какие ядра, да? Здесь у меня 6-е чувство. Оно у меня обычное, я не читер, оно не накрученное. У читера здесь будет, я не знаю, ну не 7 метров, а, наверное, где каких-нибудь 200 или 300. Почему у меня здесь 6-е чувство? То есть, если я кого-то убиваю, и вы видите, что, о, Виталик 6-е чувство носит с собой. Вы не напрягайтесь и не переживайте. У меня 6-е чувство не взломанное, оно обычное. То есть, оно игрой придуманное. 7 метров это нормально. То есть, я просто, ну вы знаете, да, что у этого ружья, у этого оружия, у него... ну, как бы кучности есть, да, то есть вот если сблизи, как у любой двухствольной пушки. То есть чем дальше от тебя противник, тем нет смысла ей вообще пользоваться, стрелять. То есть ты ждешь, когда к тебе поближе приблизится там противник. И, тем более, если ты просто выбегаешь из-за стены, из-за какой-нибудь перегородки, на тебя выбегает противник, ты уже готов к нему. То есть ты его через стену, за 7 метров ты его уже видишь. Поэтому оно здесь удобное. Это нормально. Вот. А значит, здесь у меня неумирающий, быстро рождаемость, я его называю. Это после каждого убийства у тебя растет, суммируется скорость, то есть бега, то есть начинаешь бегать быстрее. Если ты 10 килов сделал, то ты все, ты просто носишься как угорелый. Как ненормально, в общем, носишься. Все смотрят, думают, что за фигня, что у игрока за бег такой. Но это тоже нормально. Это нормальное ядро, все. Ну, вот такое вот. Ну и эйфория. Ну и вот из всех моих 14 выкладок, вот это у меня последняя. Тут у меня поддержка. Пулеметчик. Ядра посмотрим. В общем, я не жадный. Вы видите, да, у меня ядра повышает точность стрельбы на 10%. Но я не знаю, но если руки не из плеч, то тут какое ядро не ставь, то ты все равно не будешь точно стрелять. Я не знаю, насколько это правдоподобно, да, вот это 10%. Если
в руках у тебя Паркинсон, и ты там, я не знаю, как, да, вот так трясутся руки, то как ты, блин, в кого-нибудь попадешь. Магазин оружия мгновенно пополняется после убийства. Ты кого-то убил, у тебя сразу пополняется магазин. Вот. И что тут у меня? А вот это ядро это вообще для команды. Игроки, попавшие в зону действия ящика с ОЖ, получают на 15% меньше урона. Другие пользователи, играющие на их стороне, получают на 10% меньше урона. Скорость перезарядки всех игроков увеличивается на 30%. То есть этим ядром я помогаю в основном, ну, вообще не себе. То есть оно просто вот, исключительно для моих этих самых, из моего отряда бойцов. Вот. Прочитали, все увидели. Ну, тут все ясно, да? Высокая мощность. Она хороша, потому что где-то рикошет. А я пользуюсь часто от стеночки. Я вижу, противник на карте находится за стеночкой, там, за перегородкой. Я стреляю в стеночку так, чтобы в него рикошетило. Ну и, конечно же, урон получается с этим ядром уже выше. Вот. То есть я надеюсь, что рикошет тоже на рикошет вот это ядро влияет. Вот. Эйфория. Ну все, мы посмотрели. Так. Чем зайдем? Ну давайте вот этим зайдем, да? Потом, может, где-нибудь на сапера перейдем, там с дымом поиграем. Оп. Все, сегодня понедельник, сегодня первый мой бой. 21 минута. Ох, потом еще субтитры у меня просят, ребята. Да, ребят, YouTube это уже прям полноценная работа. Но я постараюсь с утра сделать субтитры. А есть кто-нибудь вообще? А что это такое? А, вы видите, меня выкинуло. Фальс. Надо выходить. Ну да, надо выходить. Брат, с тобой та же проблема, да? Нет? Вот у этого вроде все в порядке, а вот... Ну, ник, наверное, только у меня слетел. Но я так играть не смогу. Ну ладно. В общем, мы с вами увидели, да, что у меня теперь полная жопа. Сейчас, скорее всего, все выкладки слетели. С чем можете меня поздравить. Ну, хоть на видео записал, мне теперь проще будет собрать все. Ай, как хорошо, что я видео записал. Потом вспоминать так неохота, что там, как у меня все было. А оно сейчас вот это бесполезно, да, вы знаете? Все вроде бы в порядке, но, скорее всего, не в порядке. Сейчас, если игру перезагружу, то все слетит. Если я сейчас в бой зайду еще раз, у меня опять будет фальс. Ну-ка. Просто игру сейчас, если я выключу, ну как бы выйду из игры, опять ее запущу, перезагружу, то у меня опять будет... У меня вообще все выкладки слетят. Сейчас мне игра показала, как будто бы у меня с ними все в порядке, но на самом деле... Ну-ка. Ну, все, я говорю. Не, бесполезно так играть. Автоматом. Хочется поиграть, но не получится. Тут славорезом он бегает, ребят. И 2 гранаты. Все, перезагружаю игру. Давайте я ее закрою. Запустим. И сейчас мы вместе с вами посмотрим на этот ужас. Все слетело. Такое бывает, но редко, но бывает. Вот он, красавчик. Смотрите.
Можете себе представить? Ё-моё, ай. Где моя морфа? Ну ладно. Прикольное видео получилось. Ладно, все, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр.